Филиан сказала, что она хочет заколабиться, но это все, так сказать, отложим на будущее, пока неизвестно на какое и насколько ближайшее. Вот, потому что это, типа, не связано никак с тем, что там твиттерские срут на голову или что-то такое. Это связано с какими-то legal matters. А перед этим я просто хочу затронуть тему, которая сейчас вирусится в Твиттере и везде, о том, как Виплей дропнули Филиан за якобы коллабу со мной и Аланой, и просто типа за взаимодействие с русскими. Я не знаю. У меня только один вопрос. Виплей, а под каким камнем вы живете? Под каким? Скажите, пожалуйста, потому что коллаба была когда? Месяц назад? 1,5 месяца назад? Почему не сразу вы начали там все отменять? Как бы Филиан до этого коллабилась с Кьюрису, танцевала под советский наш гимн. Мы республик свободных. Виплей, мы спим. Филиан начали рейды кидать многие русские стримеры, витуберы. Greetings from Russia? Dude, Lena, we're getting raided by Russians. Dude, that's pretty cool. That's pretty sick. Мы спим, говорят Виплей. Филиан поколабилась со мной, с Аланой. Проходит сколько? 1,5 месяца прошло или месяц? Виплей такие: ой, давайте все отменим, потому что мы за Украину, а Филиан за Россию. И это значит что? Ну, честно, это похоже просто на какой-то бредик. Там в Твиттере на самом деле после нашего с Филиан коллаба там пытались разгонять. Естественно, вот эти вот твиттерхеды, у которых UA в никнейме, конечно же, там флаг, вот это вот все. Там это все разгоняло типа 3-4 человека с очень вот этими проукраинскими лозунгами, типа, что вот, а вы видели, что вот эта вот витуберша, которая типа там сидела, она была с шапкой, с символом Голодомора, СССР. I did not realize, chat, she was wearing a like USSR hat the entire time. Вы понимаете, да? Значит, она поддерживает кровавый режим. Ну да, это же именно так работает. Ай, как же насрано у них в головах, боже. Камыш, привет, солнце, привет. Вот, привет. Кстати, про Камыш. Филиан приплели тот факт, что она типа как-то связана с Камыш, потому что Камыш работает где-то, блядь, там в милитаре, вот этой вот сфере, в обороне. Начнем по порядку. Я работаю в оборонном предприятии. Я не знаю, но, видимо, Камыш лично делает дронов, поставляет их на поле боя, я не знаю, запускает, может быть, коды от ядерки, блядь, у нее. Я не знаю, ну, типа... Ну, то есть, это такой... Типа, Камыш просто зарейдила Филиан. Не было никаких коллаборейшенов, никаких там, я не знаю, Филиан не передавала ей котлеты денег и не говорила: так, вот это, короче, блядь, просто вот на финансирование военных операций, блядь, вот, да, на, пожалуйста, блядь. Я не понимаю. И приплели это все так, вот. Филиан наверняка знала, что Камыш работает в российской вот этой вот милитари сфере, в обороне, поэтому она наверняка там тоже уже, блядь, за войну вот эту всю и все остальное, за конфликт, и значит, надо ее отменить. И разгоняли это все, я вам клянусь, разгоняло это 3-4 человека, вот эти вот с проссанными мозгами абсолютно, у которых вот это вот Украина, блядь, Россия, это, блядь, все плохие. Если ты Россия, значит тебе все. Это вот. То есть я за адекватных людей. Неважно, кто вы, где вы родились, где вы проживаете. У меня у самой куча друзей украинцев, да, как бы. Я не понимаю вот этой позиции, что если что-то, кто-то российское, то это надо отменять.
Вот буквально. Я вот прошлась по комментариям, когда Филиан писала на тему того, что вот, мол, ребята русские, там, спасибо русскому комьюнити, что так приняли меня тепло, все такое. Под этим постом начались вот эти вот крюки, блядь, от челиков, которые вот, ну, с просанными мозгами, я уже говорила, с говном просто в головах, которые, ну, не могут вообще никакой альтернативной точки зрения представить. Блять, такой бредик, такой просто бредик, я не понимаю. У них мнение, что я работаю, значит, плачу налоги, мысль уловил. Юль, я поняла, то есть ты платишь налоги, а твои налоги идут куда? Правильно. Ну, короче, Привет. это настолько притянуто за уши, что там уже все оторвалось, наверное. То есть Vplay, они спонсировали VTuber Awards, вот, который хостит Филиан, да? Вот, и, соответственно, просто под это дело теперь придется найти, видимо, нового спонсора. Вот и вся legal вот эта вот буча, которая развернулась. Да, она хочет со стинтом и вот это вот все, но просто сейчас вот я говорю, legal matter вот это вот надо Дичь решить. какая-то. Слушай, ну насколько я знаю, Филиан является основателем этой премии. Дык, как ее могут лишить Архангелок, её? я уже Или сказала, я чего-то не понимаю? не премии лишили, а спонсорства, поддержки. Спасибо. Виплей в Твиттере очень сильно осудили и отменяют вообще жестко. Там столько комментариев в поддержку Филиан, камнями в огород этих виплеев кидаются просто вообще жестко. Типа что, да, блядь, ну то есть, типа, если кто-то русский, значит, он типа автоматически за все плохое против всего хорошего. Ну вы пи***ц, конечно, блядь. Там уже просто все тейки вот тех, кто это разгоняет, вот этих 3-4 человек, и включая Виплей еще, да, аккаунт сам Виплей, типа, да, то, что вот они пишут, там всю эту хуйню давно просто уже разобрали на атомы, блядь, и выяснили, что это, ну, все неправда. То есть то, что предъявляют Филиан, что, типа, она знала, что Камыш работает в обороне, там, я не знаю, блядь, лично собирает дронов и убивает, блядь, младенцев ест по ночам, я не знаю, типа. То есть... Там сопоставили буквально, блядь, по таймингам, что вот был рейд от Камыш, вот видос был, где она рассказывает о своей работе в обороне, и, о господи, между этими видосами, между рейдом и видосом, блядь, почти неделя, нахуй, хуя себе, вот это да! Филиан не могла знать. И хорошо, что без Виплей. Зато она теперь может коллабиться с кем хочешь. И в Tuber Awards будет аполитичным. Дистрикт, ну, сейчас будем смотреть, что там. И Филиан это все рикошетом задело. То есть с самой Филиан все в порядке, ничего там с ней не случилось, никто ее как бы там не это самое. Ее отменяли уже несколько десятков тысяч раз, и это, ну как, после нашего коллаба это просто, ну типа, очередной раз, так сказать. Вот. Но сам факт, что ей сейчас, скорее всего, придется просто искать новых спонсоров для VTuber Awards. Вот и все. Единственное, за что, наверное, можно в какой-то степени сказать спасибо, за то, что этот конфликт показал, из чего реально сделаны некоторые люди. Из какого говна просто они слеплены, и сколько в них насрано. Огонь по блядскому Виплею. Камышка, привет, спасибо. То есть... Реально, вот этот конфликт, он открыл глаза на многих людей. Понимаете, просто адекватный человек, он адекватным и остается, да? А хули Виплей не отказались от Хайверс, они буквально заколабились до дупицы, им хуй. Ну, видимо, блядь, знаете, это, как говорится, коллабы кого надо, коллабы, блядь. То есть, я говорю, тоже такой бред. То есть, избирательность вот это, знаете... Спасибо, как говорится, что показали еще одно истинное лицо. Виплей, ну, мы теперь знаем, насколько вы по-настоящему конченые ублюдки, что готовы отменять человека просто за то, что он посидел на стриме с 2 другими людьми, которые, о боже, говорят на русском языке. Спасибо, Виплей. Ёбнутых людей. Я говорю, Виплеем в Твиттере уже хуёв в панамку нормально так напихали. Если вы зайдете, почитаете, вы охуеете. С того, сколько поддержки просто в сторону русских людей, и что мы не должны, блядь, стесняться, стыдиться, блядь, как-то каяться за нашу ебаную, блядь, идентичность. Типа, русский, блядь, это не равно конфликт. Здравствуйте, блядь. Ну, короче, в общем... А о чем я говорила? Я говорила о том, что в
в любом случае, к сожалению, люди всегда найдут тему, на которой посраться. К сожалению. Привет. Это утопия, ребят, желать того, чтобы всегда везде было солнышко, радуга, там, да, мир и прочее, прочее. Так люди устроены, к сожалению. Пока-пока. До скорого.